Мальчик с пальчик в квантозоне, Канга встретил там на троне. В общем, история требует ваше внимание. Человек-муравей и оса. Квантомания. Бам, бля! Жил-был на свете воришка Скотт. Профессору Пиму приглянулся. Какой идиот. Сказал, что будешь супергероем, все будет пучком. Скотт, мне нужно, чтобы ты был человеком-муравьем. А зачем ему это? Вы знаете. А не афуфу, не охохо, сказал бы я деду. Никуда я с тобой, старый хрен, не поеду. Но Скоттом на логику был большой толстый положен. Это ж сколько кисок можно будет приманить. Главное, чтоб сил хватило. Он безнадежен. Бля. Не поспоришь. Злодея Кросса в Квантомир запулил. Профессора дочку болван соблазнил. Кстати, станет она на подсосе человеком-осой. Очередной образ сильной и независимой. Короче, отстой. Ну не будь овцой ты, ну... Она закаленная. А у профессора, как окажется, рыльце в пушку. Когда-то жену так достал, что пустилась по квантоскачку. Смог вернуть ее, ну а та, насмотревшись домашних пейзажей, выдала новость. Это тайная вселенная под нашей. Да ну. О, кажется, кто-то керосином надышался. Ну а потом жизнь наладилась и завертелась. Мальчик с пальчиком в стюны записался, как и хотелось. Таносу с ними трындюлей надает. Полный улет. А что, нормально. Эх, даже дочурка стала Скоттом гордиться. На подвиги папкой таким вдохновиться. Похлеще Старка штуковины всякие начала создавать. Людям надо помогать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я просто похлопаю. Но, как известно, благими поступками вымощена дорога в ад. Вот и Кэсси, по глупости хрен пойми как, но состряпала квантовый агрегат. А жонка профессора после квантоотпуска к таким штукам на стороже вырубать приказала. Сейчас же. Ну ты и даешь, мамаша. Вам всем пи***. Поздно петь боржоми, когда почки отказали. Из-за этой приблуды в жопу мира попали. И после от всех по делам к ней наезда закосила под дуру. Что это за место? Это полная шопа! Ясно. А тут еще бабка начала кипишевать, что надо ноги в руки хватать и текать. Все это время профессору про квантомир порожняк всякий втирала. Я не все тебе рассказала. Ну ты дура, что ли? Это несерьезно. Как оказалось, в квантомире был Мюррей король. Над квантозоной учила полный контроль. К бабуле учила интерес чисто мужской. Какой же он кретин. Предельно тупой. Огонь в глазах, дерьмо в башке. Но не деда-извращенца им надо бояться. Новый марвеловский антагонист по имени Канг ими хочет заняться. В сравнении с Таносом этот будет уже потемней. Ты не в своей лиге, человек-муравей. Расист! Расист! А, ясно, иди на. А Кангов таких там очень много. Из мультиверса проложена ими дорога, подкинет дерьма он в наш недоальянс, запудрив мозги. Он может дать нам второй шанс. Парень хочет как лучше, но мозгов у него маловато. Эти ваши папины-дочкины сказочки мне нахуй не нужны. А Скотт Тугодум ради дочки для Канга все сделал. На короля квантозоны по бесу наехал, но по итогу большой ценой ему морду натер. У нас был уговор. Канг, кстати, вроде нормальный чувак. А вот у других с мультиверса подорванный знатно чердак. В сериале про Локи он мне запомнился чем-то. Я тот, кто может дать вам главное – время. Тик-так, мазафака! Вы знаете, есть ощущение, что Марвел скатился. Челомур лучше Тора последнего, но запашок доносился. А те, у кого на Марвел последний взгляд немного другой, задать вопрос хочу. Ты что, слепой? Это всего лишь логика. Ой, ладно, за то, что старался, бахни лайкос, подпишись на канал и репостни видос. В комментах устрой за Марвел истерику. Лучше найди себе девушку. Ну что, Марвелята, Человек-муравей и оса Квантомания вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедова.
Спасибо, Человек-паук!